Привет! Сегодня мы разберем с тобой новую топовую play-to-earn игру Impulse. Я расскажу тебе, как получить NFT данной игры совершенно бесплатно и разыграю $10. Поехали! Итак, давай начнем с самого простого. Как же тебе сейчас абсолютно бесплатно получить NFT данной игры? Все очень просто. Тебе нужно перейти на сайт, ссылку я оставлю в описании, и выполнить 4 простые действия. Это подписаться на их Telegram, подписаться на их Discord и Twitter. Четвертое, указать адрес своего кошелька в сети Binance Smart Chain. Все, через 17 дней они абсолютно рандомно на все кошельки скинут любую NFT-шку, которую в будущем можно будет продать за пару долларов или возможно за пару десятков долларов. Так что я не советую пропускать эту возможность, ведь все абсолютно бесплатно, задания легкие, а вознаграждение может быть хорошим. Конкурс на $10, все очень просто, нужно быть подписанным на этот канал, поставить этому видео лайк, написать любой комментарий под этим видео, подписаться на наш телеграм-канал и заполнить вот эту вот форму, чтобы я мог связаться с победителем. Условия максимально простые, итоги я подведу через 5 дней в своем телеграм-канале, так что обязательно подписывайся, следи и участвуй, ведь актив очень низкий и шанс выиграть очень большой. Участвуй. Итак, обо всем рассказал, давай приступать к обзору игры. Impulse – это новая NFT-игра, построенная на сети Binance Smart Chain со возможностью интеграции других сетей, таких как Ethereum, Polygon, Solana. Так как она сотрудничает с Moralis, которая по сути является кросс-чейном, использование Moralis гарантирует, что даже если будут изобретены новые, более быстрые и дешевые блокчейны, игра мгновенно заработает на любой цепочке. С первого взгляда можно понять, что это не очередная проходная игра, а действительно сильный проект с изумительным сайтом. На главной странице мы можем принять участие в airdropе, про который я вам рассказал и оставил ссылку на него в описании, и посмотреть трейлер игры. Давайте посмотрим его вместе, он идет всего лишь 25 секунд. Да, трейлер не очень информативный, но дальше я расскажу вам саму задумку игры и как она будет реализована. Ниже мы можем ознакомиться с концепцией игры, где мы будем создавать свою метавселенную, сможем создавать своих персонажей, свои NFT, такие как здания, корабли и другие предметы, добывать и продавать ресурсы. Опускаясь ниже, мы видим их дорожную карту, где можем понять, что игра только начинает развиваться, а в первом квартале 2022 года будет проведено IDO, запуск маркетплейса, где вы сможете продать свои полученные NFT и, что самое интересное, выпуск кошелька. Потом будут PvP-турниры, продажа земель и так дальше. Ознакомиться можете сами, я оставлю ссылку вам в описании, не будем на этом останавливаться. Еще ниже описаны главные герои, каждый из которых имеет определенную стихию, об этом я расскажу немножко позже. И токеномика игры. Здесь мне не очень нравится, что разработчики выделили аж 18% на себя, но в целом токеномика сносная. Так как никакой альфа-версии еще нету, давайте расскажу вам про саму концепцию игры и что она будет из себя представлять. Итак, начнем с того, что на наш мир напали неопознанные существа. Весь мир бессилен и человеческая армия проиграла. В этот неблагоприятный момент является он, а именно Бог. Он дал людям технологии потусторонних миров. Главной техникой была способность клонировать воинов из других миров. Для этого людям дали генотипы и инкубаторы. Человечеству была отведена роль генералов, тех, кто поведет за собой вот этих воинов, клонов в бой. Поскольку у людей нет времени на то, чтобы набраться жизненного опыта и быть самостоятельной боевой единицей. И тут начинается сама игра, в которой мы должны будем усиливать личные отряды людей, осваивать земли, планеты и усиливать свои войска, налаживать поставки, торговлю между планетами, защищать судоходство и обеспечивать технологическое развитие, экспедиции в космос и его возможное заселение. В самом начале будет 6 основных классов героев: защитник, воин, маг, помощник, убийца и лучник. У каждого из них есть свой уникальный набор в бою. По ходу игры мы сможем овладеть знаниями 4 элементов: огонь, земля, воздух и вода. Как я понял, это для того, чтобы путешествовать по другим планетам и выживать в той или иной среде. В игре также будет функция генома, то есть мы сможем взять 2 генома от разных героев и выводить новых, более сильных, способных и одаренных стихией героев. Каждый персонаж в игре будет по-своему уникален и иметь свои личные боевые характеристики. Благодаря инкубации мы сможем создавать в игре больше героев. Чем больше клонов, тем больше вероятность создания уникального персонажа. Например, с предрасположенностью к оружию или другим характеристикам, необходимым в бою. Клоны смогут владеть оружием, которое определяет их класс, добавляя им необходимые параметры и бонусы во время боя. По мере прохождения мы будем получать оружие более редкого сегмента и улучшать его. Оружие, как и другой предмет NFT, можно будет продать на внутриигровом маркетплейсе или OpenSea. Итак, вот такая вот игра ждет нас в будущем. Лично я буду следить за проектом и обо всем рассказывать у себя в телеграм-канале и на этом YouTube канале. Так что если тебе интересно, подписывайся. Также не забывай про конкурс и airdrop, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока.